Привет, друзья! Сегодня я вам покажу, как приготовить один из самых популярных японских видов хлебов – шокопан. Он буквально тает во рту и идеально подходит для бутербродов, ну или просто с кусочком сливочного масла. Я поделюсь с очень простым, но нереально вкусным рецептом. Поэтому, как всегда, следите за руками и поехали! Начинаем, как всегда, с основы. Замеса теста. Для шокопана очень важно добиться мягкости и правильной текстуры. Поэтому мы будем использовать специальную японскую технику под названием танджонг. Это такая мучная заварка, которая придает нашему хлебу мягкости, пушисти и влажности. Это совсем не сложно. И сейчас я вам покажу, как ее сделать. Берем 1 часть муки и 5 частей жидкости. В данном рецепте я буду использовать чисто молока. То есть, если у нас, например, здесь 20 грамм муки, то нам нужно 100 миллилитров молока. И если, например, вы берете 40 грамм муки, то вам нужно 200 миллилитров молока. Это все мы отправляем в маленьком сотейнике. И нам нужно это перемешать, пока комочки уйдут. После этого отправляемся в плите. Ставим на средний огонь и постоянно мешаем венчиком или ложкой. Через 2-3 минуты смесь начнет густеть. Она должна стать, схожей на заварной крем или густой кисель. Как только ложка начнет оставлять след по дну, снимаем с огня. Перекладываем заварку в другой мисочке. И теперь нам нужно накрыть со плечевой пленки или с пакетиком вплотную, чтобы у нас не засохла верхняя часть заварки. И нам нужно остудить. И будем продолжать с приготовления нашего шокопана. Когда наша хлебная закваска уже остыла, мы отправляем в миску молоко и отправляем наша хлебная заварка. Добавляем живые дрожжи. И их тоже растворяем. И мы добавляем сахар. Здесь в шокопан добавляется больше сахара, потому что его фишка в том, что он имеет более сладковатый вкус, чем обычного хлеба. И когда все мы растворили, нам нужно добавить муку. Обязательно мы ее просеиваем. Для баланса вкуса мы добавляем обязательно соль. Щепоточку. И нам нужно замешать мягкое липкое тесто. Когда у нас не останется сухая мука, мы добавим сливочное масло комнатной температуры и объединим все ингредиенты в один красивый шарик. Наше тесто уже готовое. Все масло объединилось с нашими всеми другими ингредиентами. И посмотрите, насколько оно мягкое. Но при этом оно никак не прилипает к нашими ручками. Вот даже если я сейчас хочу, вот видите, оно просто идеально. Теперь формируем вот такой шарик. И нам нужно его оставить на расстойку где-то на 1,5-2 часа. Все зависит, конечно, от всех условий, например, комнатной температуры. У меня достаточно прохладно, поэтому оно будет подниматься где-то, скорее всего, 1,5-2 часа. Все, ждем, чтобы оно у нас выросло. Наше тесто готово, прошло 1,5 часа. И давайте посмотрим, ух, какой он большой стал. Посмотрите, какой шар огромный, как оно все поднялось. И теперь осталось сформировать наш шокопан. Нам нужно этого все вот так. Ой, какой он классный, класс вообще. Нам нужно вот так сделать, разминать его чуть-чуть. Кстати, я не смазывала ничем наша миска. И отправляем это все вот здесь. Вот чуть-чуть так поминали ручками. Вот так. И нам нужно на
3 или 4 шарика разрезать наше тесто. Берем шпатель, я буду разрезать на 4. Вот. На 2 части сначала пополам, и потом еще вот так. На 4 части. Теперь формируем шарики. И нам нужно оставить их где-то на минут 10-15, чтобы клейковина чуть-чуть расслабилась, и мы могли оформить дальше наш шокопан. Так, накрываем с помощью пакетика, чтобы ничего у нас не заветрилось. И, например, если вы не обработали еще свою форму, в которой вы будете выпекать свой хлеб, то это именно сейчас можно сделать. Делаем французскую рубашку. Что это такое? Сначала мы обмазываем обильно со сливочной маслом нашу форму, а после этого мы добавляем муку и начинаем ее распределять тонким слоем по всей форме. Так у нас ничего не прилипнет. И наш хлеб, когда выпечется, просто с одно движение выйдет из формочки. Все, ждем, чтобы тесто чуть-чуть расслабилось. Итак, тесто уже отдохнуло. Теперь мы отправляем вот наши 3 шарика вот тут сверху, потому что мы сейчас будем работать только с одного. И накрываем еще один раз. Теперь из этого шарика нам нужно сделать вот такой прямоугольник. И главное, чтобы когда мы его будем сворачивать, чтобы он был не шире нашей формы. Это обязательно. Теперь слегка вот так со сточилочки начинаем играться и придавать ему форму. Слышите, как оно пищит? Воздух уходит. Говорит: нет, не трогай меня. А я такая: иди сюда, иди сюда. Так. Вот какая у нас форма получилась. Даже это не прямоугольник, а более овальная форма имеет. Теперь нам вот этот край нужно вот так к серединке завернуть. Заворачиваем. Теперь с этим краем мы заворачиваем тоже вот так к серединке. Вот как у нас получилось. Берем точилочку и вот так мы проходимся по шву. И сейчас нам нужно его завернуть в рулетик. Берем и вот так начинаем это все заворачивать в рулетики. Вот здесь мы вот так прищупываем, чтобы не расходилось. И вот какой у нас рулетик получился. Теперь мы его добавляем со шву, обязательно со шву вниз. И то же самое приступаем с нашими другие кусочки теста. Наш шокопан практически готов. Посмотрите, как у нас получилось. И теперь нам нужно оставить на вторую расстойку, чтобы он увеличился в размере. И после этого мы его смажем сверху только и единственно с молоком. И после этого будем его запекать в духовке. Сначала на 200 градусов, первые 15 минут, а после этого мы убавим на 180, и мы будем его допекать до готовности. Все, ждем. Наш хлеб уже поднялся второй раз. И давайте посмотрите, насколько он шикарный. Помните, какие были маленькие рулетики, а сейчас вот такие огромные, пышные и очень-очень мягкие. Теперь нам нужно их просто с маслом, с молоком их смазать сверху. Так, чтобы просто, когда мы его поставили в духовке, верхняя часть не засохла. То есть сам хлеб должен быть такой более мягкий сверху, и мы это сделаем с молоком. Все, мы смазали наш шокопан, и теперь мы его отправляем в духовку, чтобы он готовился, румянился и набирал еще пики. Все, увидимся после того, когда он будет уже выпечен и готов.
Ребята, наш японский хлеб готов. Шокопан. Посмотрите, насколько он классный. И смотрите, насколько он мягкий. Он реально как облачко. Теперь мы его разрежем. Ну, нам же интересно, что внутри, правильно? Берем ножик для хлеба и его разрезаем. О, боже! Боже, это настолько мягко. Посмотрите на его консистенцию. Это нечто, реально облачко просто. Посмотрите, он насколько мягкий, классный. И пахнет очень вкусно. Давайте его попробуем. Он очень нежный. Несмотря на то, что тут корка, это нечто изумительное. Посмотрите, его мякоть, как она, видите, отходит. Классно. Поэтому, если вы никогда не делали шокопан, я вам рекомендую на все 200%. Вы будете без ума от него. Если вам понравился сегодняшний рецепт, обязательно ставьте лайки. Если он вам не понравился, дизлайки. Для меня это очень важно. И мы увидимся в следующее новое видео. Все, пока!